Друзья, всем привет, вы на канале Сладкий Мастер, и сегодня готовлю шоколадный заварной крем на желтках. Крем получается очень вкусный и стабильный. Этим кремом рекомендую оформлять и украшать шоколадные торты, пирожные и десерты. Шоколадный крем имеет яркий глянцевый оттенок благодаря маслу и желткам, а потому из него получаются идеальные шапочки на капкейки. Шоколадный крем легко и просто наносится на поверхность кондитерских изделий, а после холодильника он уплотняется и очень стабильно держит форму в качестве декора. При желании этим кремом можно наполнять заварные пирожные и прослаивать бисквиты. Это идентичный крем по составу и способу приготовления с классическим французским заварным кремом на желтках, который уже есть на моем канале, по которому у некоторых подписчиков возникли вопросы. На примере приготовления этого рецепта я дополнительно поясню обо всех нюансах заварного крема на желтках, а также расскажу о рисках, способах устранения и восстановления любой проблемы, связанной с приготовлением данного вида крема. Перед приготовлением сливочное масло должно быть мягкое, не холодное, но и не разморенное. По данному рецепту покупайте качественное сливочное масло не менее 72,5% жирности. Очень важно покупать сливочное масло, которое в холодильнике будет плотное, а не мягкое. Тогда и крем в холодильнике стабильно уплотнится на кондитерском изделии. Желтки рекомендую оставить при комнатной температуре на 15 минут, если они из холодильника. В сливочное масло всыпаю какао и перемешиваю на высоких оборотах миксера до однородности. Я намеренно разморил сливочное масло в микроволновой печи, чтобы показать, как можно его восстановить, даже если вы растопили до очень мягкого состояния, которое практически не держит форму, а спасает с лопасти миксера. И для того, чтобы сделать продукт рабочим, после вмешивания какао-порошка, я просто убираю в холодильник на время приготовления желтково-заварной основы. В желтки комнатной температуре добавляю 1 столовую ложку сахара от общего замеса. Все перемешиваю на высоких оборотах миксера в течение 2 минут, чтобы желтки увеличились в объеме и посветлели. И как вы видите, я не мыл лопасти миксером после масла, так как в отличие от белка, пышность желтка не зависит от частиц масла или какао. В сотейник с сахаром вливаю воду и оставляю на плите, при этом до закипания. Рекомендую вымесить сахар в сироп ложкой, что гарантирует, что на момент вливания сиропа в желтки в нем не останется крупинок сахара, что является причиной кристаллизации или сворачивания заварной основы. А моментом закипания сиропа является поднятие пенной массы с дальнейшим обильным выходом пара. Как только пошел пар, дайте хорошо покипеть сиропу 3 минуты, не выключая огонь. Для более точного определения температуры сиропа используйте градусник. Температура сиропа должна составлять 105-110 градусов. И тонкой струйкой, не прекращая взбивания, вливаю горячий сироп во взбитый желток с сахаром. Во время взбивания следите, чтобы сироп не попадал на лопасти миксера, а вмешивался внутрь массы. Классический рецепт французского заварного крема я оставляю в описании к этому видео. Очень важно вымесить заварную основу до полного остывания. Для того, чтобы вымесить быстрее заварную основу, рекомендую под чашу подложить миску с холодной водой. Я этого не делаю, потому что у меня рабочая поверхность из камня, и заварная основа быстро остывает. Если заварная основа остается теплая, то после вымешивания сливочного масла произойдет оттечение крема. Друзья, буду очень благодарен, если поставите лайк на это видео. В заварную основу добавляю шоколадное масло из холодильника. Взбивая на средних оборотах миксера до получения однородного крема. Всегда помните, что отслоение и оттечение крема на любой стадии приготовления, где в основе идет сливочное масло, не является признаком испорченного продукта. Чтобы соединить и уплотнить крем, есть методы восстановления, которые необходимо применить к конкретному случаю. Более подробно читайте в описании под этим рецептом, а также смотрите мое видео, где я подробно рассказал, как можно восстановить крем. Крем готов и с ним можно работать, но по текстуре слишком мягкий. И удобнее работать с более плотным и устойчивым кремом, а потому я убираю его в холодильник для максимального остывания примерно на 1 час. А после холодильника крем хорошо остыл и уплотнился. Вымешиваю на средних оборотах миксера, чтобы получить гладкий и однородный шоколадный крем. Вот такой глянцевый и плотный шоколадный крем получился. Он хорошо держится на лопастях миксера, при этом очень гладкий с шоколадным ароматом. Это очень вкусный и удобный крем для оформления тортов и украшения пирожных, рулетов и десертов. Крем очень удобно хранить в качестве заготовки в холодильнике
Перед приготовлением можно просто достать крем и вымесить его до однородности. Кстати, друзья, хотите посмотреть, как я шоколадным кремом оформляю шоколадные капкейки? Тогда напишите мне в комментариях, и я обязательно сделаю видео нанесения крема в виде шоколадных шапочек. Спасибо, мои дорогие, за подписку, лайки и комментарии. Тем самым вы продвигаете канал.